Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели, телезрители. Именно так хочу сегодня начать нашу программу «Добрый вечер». Потому что мир, в котором мы живем, он весьма нестабилен. Каждый день приносит какие-то новые новости, какие-то новые волнения. Та проблема, которая совсем недавно была, отменяется, приходит новая проблема. Карантин, еще не закончившись, сменяется манифестациями, протестами, погромами. И в такой ситуации, конечно, христианское сердце не знает, как себя вести, к какому берегу прибиться. Но в то же самое время мы не знаем, что нас ожидает завтра, и мы должны быть готовы к любому повороту ситуации. И вполне возможно, та проблема, о которой мы знали буквально 2 недели назад, о которой говорили в наших кухнях, на наших встречах с друзьями, о проблеме вакцинации, она как-то вот сейчас больше замалчивается. И Славянская богословская коллегия поднимает этот вопрос. И сегодня мы будем говорить с вами о этических проблемах вакцинопрофилактики. Я хочу сделать, опять же, ударение на нашу формулировку «этических проблемах». То есть мы не будем много говорить может быть, о медицинских каких-то деталях, но мы будем говорить о этике. И с нами сегодня дорогой наш брат Иван Лещук, преподаватель христианской этики в семинарии, и я, Вячеслав Комлев. Иван Иванович, на страницах нашей славянской богословской веб-сайте расположено ваше такое эссе, короткая записка, что ли, о этических проблемах. Она как раз созвучна сегодняшней нашей теме. И я хотел бы вас спросить, я понимаю, в сегодняшнее время оно представляет очень много различных технологий. Технологий зачастую непроверенных, технологий, которые, может быть, имеют какие-то побочные эффекты. Даже элементарная вещь такая, которая уже, казалось бы, вошла в наш быт, машина, и та имеет побочный эффект. Иногда наезжает на пешехода и до смерти просто может задавить. Поэтому эти side effects, как мы говорим, они не исключены. Но какие могут быть у вакцинопрофилактики этические проблемы? Очень хороший вопрос для размышления, для анализа. Особенно если мы говорим о христианах, о верующих людях, мы всегда больше заботимся о нашем внутреннем человеке, о его чистоте. Экологичность внутренняя, отделенность от бактерий духовных, от вирусов духовных – это главный приоритет. Поэтому, когда мы говорим об этических аспектах вакцинопрофилактики или иммунопрофилактики, мы также думаем о том, не нарушены ли здесь принципы нравственные, этические, которые, в общем-то, могут классифицироваться как зло, как грех в глазах Божьих. Не нарушаем ли мы волю Божью, вторгаясь в организм с помощью инородных средств, методов, искусственных? Не нарушаем ли мы здесь некие границы, установленные Творцом для человечества? И, конечно же, с точки зрения медицины проще анализировать эту ситуацию, хотя мы знаем, что есть целая наука биоэтика, не только христианская, но и светская. Мы знаем, что есть кодекс врача, есть клятва Гиппократа, и это из древности культура некая такая, отношение к больному, отношение к методам лечения, да? И в этом плане я думаю, что христиане должны больше заботиться о том, чтобы не нарушить некие духовные принципы. Если говорить о моих подходах к этому вопросу, то я сформулирую первый тезис, позволю себе так процитировать его, я перед радиопередачей его даже записал. Итак, первый тезис, когда мы говорим о вакцинопрофилактике или иммунопрофилактике, заключается в следующем. Духовное здоровье
развитие духовного иммунитета наших деток, мальчиков и девочек, вот с хрупкой психикой, да, с еще такой невинной ментальностью. Так вот, первый главный тезис, который мы должны себе усвоить и держать его на скрижалях своего сердца, прежде всего, и сознания, это то, что духовное здоровье и сохранение духовного здоровья, духовного иммунитета – это приоритет номер один. И в этом плане все духовные наши активности, они должны быть приоритетными. Забота о том, чтобы ребенок не заразился каким-то духовным вирусом. Я написал на Facebook, на страничке своей, такой призыв, который вызвал определенную реакцию неоднозначную. Если бы все родители, которые боятся прививок, страшатся вакцинации, потому что есть побочные эффекты, если бы все родители антипрививочники, особенно радикальные, активные, да, так же радикально и так же ревностно, с таким же постоянством, да, с таким же неустанным рвением боролись, сражались за ментальность, за сознание и за сердечки своих детей, то есть боролись против информационных вирусов, против всех этих экранных патологий, которыми заражаются наши дети, особенно подростки. И ведь мы говорим о детях, у которых ослаблен духовный иммунитет сегодня. Мы говорим о детях, которые получают психические травмы, находясь вот в этих виртуальных пространствах и прививаясь к инородным каким-то вот идеям, порой не просто либеральным, но совершенно безнравственным, аморальным. То есть происходит вот такая атака на сознание детей наших. И я обращаюсь ко всем тем родителям, которые беспокоятся о физическом здоровье своих деток, с таким призывом, чтобы мы защитили прежде всего духовное здоровье, духовный иммунитет наших деток. Второй тезис, который плавно вытекает из первого, он заключается в следующем. Идеальная жизнь, вот ваша, моя, наших деток, это прожить не только без вакцин, а прожить без помощи врачей. Обойтись без операций, без уколов, без таблеток, которые, естественно, садят наши органы, да, и травмируют, необратимые какие-то процессы возникают в организме. Конечно же, было бы хорошо вот так прожить жизнь. Мне уже не удалось свою жизнь так прожить. Меня и прививали, меня и оперировали, и я был в руках врачей. Я был в операционной, видений не видел в этом состоянии необычном, но тем не менее я прошел эти стадии. Моя жена аналогичные процессы испытала, очень драматичные при родах ребенка. И я благодарен и врачам, и воздаю славу Богу, что вот божественный фактор и человеческий в балансе сработали, и мы живы до сих пор. Мои детки переживали тоже определенные процессы в жизни, реанимации, когда кажется, жизнь уже на волоске. Мой сын пришел в этот мир также непростым путем. Поэтому, к сожалению, наша жизнь не идеальна. И мы с надеждой на Господа обращаемся к врачам. Мы проходим различные процессы. Я здесь исключаю, Вячеслав, взрослых людей, которые обязаны прививаться, поскольку работают в госпиталях, едут куда-то в зоны, где действительно есть серьезная вероятность заразиться и умереть, летальный исход. Взрослые разберутся как-то. Вот мы говорить будем больше, наверное, об этических аспектах вакцинации детей, еще маленьких, совершенно крошечек, младенцев. И я, читая вот на эту тему о врачах, о медицине, столкнулся с интересным произведением «Советы и рассказы византийского боярина XI века». Там интересные мысли, я сейчас их просто вам зачитаю. О том, чтобы не попадать в руки врачей. И такой призыв: молись о том, чтобы не впасть в руки врача. Кажется, мы благословляем врачей, мы уважаем честных, искренних врачей, которые не нарушают действительно кодекс чести, врачебную этику. Но тем не менее, вот как важно христианам понимать, что наша жизнь в руках Божьих. И нужно молиться, чтобы Господь минимизировал различные смертельные исходы, опасности, доверяться Господу. Молись о том, чтобы не впасть в руки врачей, хотя бы и знающего, ибо Он скажет тебе не то, что следует. Если твоя болезнь ничтожная, Он ее преувеличит сверх меры и скажет: нужны тебе травы дорогой цены, но все-таки
я тебя вылечу. Вот здесь речь идет о долге врача, деонтология, есть такое понятие, чувство долга, этика долга, врачебного долга, биомедицинская, врачебная этика. И, к сожалению, принципы вот эти этические не всегда соблюдаются современными врачами. Где-то это связано с некой политикой корпорационной, где-то это связано просто с тем, что мозги, сознание врача промыты верой в особую миссию, скажем, той же вакцинации, причем 100% работает без побочных эффектов. Я слышал вот такие воззвания, такие призывы, сокрытие информации часто о том, что есть side effects, утаивание, знаете, утаил из сцены. Давайте и мы, вот может, к этому еще перейдем чуть-чуть попозже. Сейчас бы я хотел просто обратиться к началу, вот именно вакцинация, прививание, иммунизация. Эти вот три термина, это примерно об одном и том же, верно? То есть человек, ставящий прививку, если мы берем параллель из растительного мира, дерево привитое, значит оно плодородное, значит оно действительно несущее какой-то хороший плод. И интересно, что вот история говорит о том, что вакцина и вакцинами начали заниматься совсем недавно. Это, в общем-то, изобретение буквально, может, лет 200. И этим начали заниматься англичане. Один из английских докторов, который по имени Эдвард Дженнер, он, в принципе, изобрел первую вакцину от оспы. И он являлся сыном пастора, который, в общем-то, был достаточно духовный человек, но в какой-то области он направил его именно на получить медицинское образование, вместо того, чтобы заняться продолжением вот паствы этой. И интересно, что, конечно, для этого момента было очень актуально, потому что 30% европейцев умирали от оспы, от различных таких болезней. Но вот в то же самое время вы пишете в своей работе, которая вот называется «Этические проблемы», о том, что люди, не ведающие о вакцинах, мне жаль их. И также жаль тех, которые самоуверены, что они все знают, что мы все победим сейчас вакциной. И вы даже делаете такой эпиграф о том, что любая крайность в пагубу дорога. Здесь вот я хотел бы спросить, хорошо, это относится ко всем возрастам? Крайность хоть в детском, хоть в взрослом возрасте, она нежелательна. Это верно? Конечно, но дети более уязвимы в психическом плане, в физиологическом плане. И, конечно же, когда мы говорим о слезинке ребенка, Достоевский употреблял такое выражение, что он, один из героев, говорит, что я не готов пожертвовать слезинкой ребенка, погибшего, да, покусанного там или убитого собаками, да, ради прогресса человечества. То есть здесь вопрос детской невинности, неспособности защитить себя. Если у ребенка свобода на жизнь, когда его убивают, миллионы детей сегодня убиваются еще в организме матери, это серьезное нравственное, этическое преступление. Но мы говорим, опять же, о вакцинации детей, которые здоровы в целом, мы считаем. Это здоровые детки, они приходят в этот мир, насколько это важно, необходимо и так далее. Поэтому я и говорил о том, что в современной медицине не все так просто, в том числе и в науке. То есть, может быть, не нужна операция человеку, но ему эту операцию делают. Может, ему не нужна эта прививка, а ему ее навязывают. И здесь вопрос крайности. Любая крайность в пагубу дорога. И, конечно же, есть вот такие экстремальные ментальные устремления отвергнуть абсолютно вакцинацию, прививки. Вот явная такая антагонистическая позиция, что все это некий заговор, что за этим стоит определенное закулисье, вот, и так далее, и тому подобное. Это одна крайность. Другая крайность – это слепая вера в некую светлую миссию вакцин. В том числе христиане часто подпадают под это обольщение, забывая о том, что те же прививки от гриппа, они не очень-то и эффективны. Мне в 33 года сделали прививочку от гриппа. Я работал в бизнес-организации, и нас обязали вот так вот пройти эти все
испытания. Я 2 месяца переживал серьезные встряски в своем организме, хотя до этого не болел. После этого я ни разу в жизни не сделал ни одной прививки. Закаливание, спорт, повышение иммунитета с помощью других средств. То есть это альтернатива, о которой тоже нужно говорить людям. И не просто вот так слепо верить в то, что прививаясь от гриппа, мы себя защищаем. То есть обычные статистические данные, что процент то не такой, то и высокий. Так вот, сегодня мы говорим о том, что нужно соблюдать в биоэтике, да, или в медицине принцип информированного согласия. Мамочка, папочка, родители, дедушки, бабушки должны по-честному беседовать со своим доктором-педиатром. То есть должен быть откровенный анализ, исследование, нужна ли эта прививка, насколько этот календарь или этот график унифицированный работает к моему ребенку, или может быть мой ребенок действительно особенный, нужно проверить его иммунный статус, реакция на аллергию и прочие вещи. То есть честные ученые, это тезис номер 3, честные ученые, думающие родители, которые действительно любят своего ребенка, он для них не просто плод их любви физиологической, а это личность, да. Это Божий дар. Так вот, я его формулирую так, и в этой статье это отмечено. Честные и думающие родители поддерживают строго индивидуальный, да. Я такое библейское слово использую, благоговейный, трепетный подход к иммунизации своего ребенка. И это очень важный тезис. Очень важно. Я хочу вас поддержать в чем? В том, что и смотря статистику, да, интересные наблюдения сделали доктора же, которые наблюдают за аутистами, дети, которые приобрели аутизм. Они говорят о том, что тех, кто имеет аутизм, они все иммуницизированы. То есть им всем когда-то в какой-то период поставили прививку. От этого развилось, не от этого, но они получили прививку. Те, которые не были привиты, таких нет аутизмом болеющих. А из этого стоит делать вывод. Какому-то ребенку, может, это подходит прививка, а какому-то, может, не подходит. Но в то же самое время я хотел бы сказать, насколько это врачи честно могут рассказать. Почему? Потому что дитё, оно не понимает. Родители, конечно, хотят своему ребенку лучше, но смогут ли врачи сказать, вы знаете что, на основании ваших медицинских показателей вашему ребенку не рекомендуется делать прививку? Вячеслав, давайте сейчас в попытке ответить на этот вопрос обратимся к профессионалам. Поскольку мы с вами этики, мы можем личную позицию высказать, но давайте сформулируем 4-й тезис, который звучит так. Потенциальная опасность от вакцин существует всегда. Опасность имеется в виду побочный эффект, легкая симптоматика, более серьезные травмы, инвалидство или летальный исход, смерть. Я почему об этом говорю? Потому что эта информация, она есть в государственных организациях. Передо мной буквально сегодня я распечатал небольшой такой информационный бюллетень. Вакцина против полиомиелита, да? Что необходимо знать? Первое, зачем нужна вакцина? Зачем нужна прививка? Идет объяснение. В США не зарегистрировано новых случаев заболевания полиомиелитом, но болезнь все еще возникает в других странах. И поэтому это является обязательным сегодня. Аргумент абсолютно верный, не думаю. Но это мое личное мнение. То есть как щит, да, такой коллективный иммунитет, большой процент привитых с риском, да, 1 из миллиона умрет или станет аутистом, или серьезная аллергия нападет. Взвешивают риски и говорят, мы защищаем общество, мы защищаем мир от эпидемий, от пандемий. И дальше. Некоторым людям эта прививка противопоказана. Риски и реакции на прививку. Я цитирую буквально некоторые очень интересные моменты, которые никто не скрывает. Но, опять же, когда мы читаем, когда мы вникаем, у нас есть определенная информация. Иногда владение информацией – это сохранение жизни.
Не только деньги, а именно жизнь. Так вот, касательно этой прививки, да, другие реакции, которые могут возникнуть после введения этой вакцины. Обморок. Значит, 15 минут надо полежать. У некоторых людей возникает боль в плечах, которая может быть более сильной и длительной, чем обычная болезненность после инфекции. Это происходит очень редко, но происходит. Любое лекарственное средство может вызвать тяжелые аллергические реакции. Такие реакции на вакцину наблюдаются крайне редко. Ну, а вдруг я попаду, говорит мамочка. И она права. По имеющимся оценкам, приблизительно в одном случае на 1 миллион доз вакцины. Они случаются через несколько минут или через несколько часов после прививки. Как и с любым другим лекарственным препаратом, существует небольшой риск значительной. И вот когда я читаю, я думаю о своем ребенке. А он что, исключение? Готов ли я рискнуть смертью или значительным риском, да, травмы или смерти? Тут написано так, это CDC, перевод на русский язык бюллетеня. Готов ли я рискнуть, чтобы мой сын был аутистом, но зато люди, которые уязвимы, скажем, у них там иммунодефицит и ослаблена так иммунная система, что им нельзя ни в коем случае прививаться, готов ли я войти в это число? Небольшой процент, там пусть 0,00, 1 из миллиона, или нет? Значит, существует риск, может произойти изменение поведения. Что такое изменение поведения? Что делать при возникновении серьезной проблемы? Изменение поведения. Ну, это изменение сознания, да, значит, что-то происходит в мышлении, да? Когнитивные какие-то функции нарушаются. И поэтому в этой же брошюре есть информация о том, что существует в Америке национальная программа компенсации за ущерб здоровью, нанесенный в результате прививки. За ущерб здоровью, нанесенный в результате вакцинации. Эта информация не скрывается, она есть. Есть даже такая организация, которая компенсирует. Если мы вашего ребенка сделали аутистом, то получите, пожалуйста, 100 рублей и идите дальше. Вот получается, я вам так просто процитирую. Национальная программа компенсации за ущерб здоровью, нанесенный в результате вакцинации. Это федеральная программа, созданная для выплаты компенсации лицам, здоровью которых был нанесен ущерб в результате прививки. Здесь нет детализации, да, и связь с аутизмом отвергается в официальном, так сказать, научном мире. Но один Господь знает, каким образом действуют те или иные комбинации веществ, которые вводятся в организм ребенка, иммунный статус которого очень сложно точно высчитать да. Реакции, которые непредсказуемы. Лица, считающие, что вакцина, возможно, нанесла ущерб их здоровью, могут ознакомиться с программой и с порядком предъявления претензий. То есть о чем идет речь? Проблема реально существует. И вот если мы говорим о этических принципах вакцинации, то доктора, люди, которые проводят такие акции просвещенческие, они должны быть честными. И я слушал таких докторов, не антипрививочников, я слушал одних и других в течение последних 20 лет. Я слушал пропрививочников. Они очень честно говорят, риск есть. Кто-то умрет, но ради защиты общества, ради спасения нас от эпидемии, мы будем идти на этот риск. Вот как бы такая позиция. Поэтому те люди, которые боятся, страшатся, это не то, что у них некая фобия. У кого-то ярко выраженный такой страх. Или, как кто-то сказал, это какое-то мракобесие. Это люди, которые мыслят, читают, исследуют. Они знают ситуацию, но они не хотят рисковать жизнью своего ребенка, и они просят, дайте нам право. И, в принципе, государство дает такое право. Если в общественных школах нельзя без прививок, то есть формы другого обучения. И поэтому многие родители переходят на домашнее обучение. Но разрешите вот здесь спросить тогда другой вопрос. Здесь ситуация, мы говорим, этическая проблема. И, безусловно, школа не принимает это одно. Но есть еще и среди наших же, так сказать, родственников, наших друзей, которые морально давят на этого человека. Да ты что, да ты что, совсем отсталый? То есть, как бы, прививки на сегодняшний день, они безопасны, а человек имеет твердую веру. Я не хочу моего ребенка прививать. Что делать в таком случае? Вот здесь начинается кризис, так сказать, общество влияет, общество давит, а у меня или у мамочки, или у папочки есть определенная такая установка. Я не хочу привить моего ребенка.
Здесь вопрос личного выбора, поскольку есть side effects, поскольку действительно с очень маленькой вероятностью кто-то может даже умереть. Мы должны занять позицию. Есть разные концепции или разные взгляды и советы, даже в том плане, что я готов умереть, я готов даже допустить тот факт, что мой ребенок отойдет в вечность, но зато общество будет здоровым. Зато в школах, в детских садиках, где огромное скопление, и непредсказуем сегодня вот этот мир коммуникации, взаимообщения, действительно кто-то приедет или несчастный мальчик умрет, потому что он не может получать прививку, а я вот такой здоровенький, да, вот и принесу какую-то заразу. То есть много есть моментов, связанных с тем, что нет больше той любви, если кто положит душу свою. То есть есть люди верующие, есть ментальность, которая говорит: я доверяю свою жизнь Господу. Я иду к доктору, делаю этот процесс, осуществляю вакцинацию, да, допускаю, и доверяю свое дитё Господу, поскольку человек не властен над своим духом. Божий промысел, Господь допускает, как Феофан Затворник говорил, боли, скорби, страдания, все эти даже эпидемии для того, чтобы дух наш был спасен, да? Как Павел пишет, что предать даже сатане – это очень жестко во измождении плоти, чтобы дух был спасен. То есть верующий, глубоко духовный, зрелый человек, он может занять такую позицию, доверить все свое естество, дух, душу и телу, и деток своих Господу. Но есть люди, которые немощные, есть люди, которые не такие, может быть, зрелые, духовные и смелые. К ним надо снисхождение, должна быть какая-то культура, у христиан, по крайней мере, да, не напряжение ситуации, а снисхождение. Человек так верит, немощный ест только овощи. Пусть кушает эти овощи. И поэтому вот здесь, я сформулировал эту позицию, здесь, кстати, в заключении. В вашей статье о том, что человек, принцип Павла, да, человек не прививающийся, дословно вы говорите, совершенно верно, должен не осуждать того, кто прививается. Совершенно верно. Тот, кто прививается... Мы можем вести дискуссию, мы можем, соблюдая манеры этические, нравственные, уважительности к другому мнению, критиковать его. В искусстве есть понятие такое, как критический анализ. Мы почему-то боимся исследовать, анализировать. Мы как страус, знаете, голову куда-то там засунем и думаем, что проблема уйдет. Поэтому чем больше мы создаем площадок для обсуждения, даем информации, тем легче людям принимать решения. Вот я возвращусь опять же к этому тезису, да, как и с любым другим лекарством, существует небольшой риск значительной травмы или смерти. Есть некий священник, протоиерей Сергий Филимонов, доктор медицинских наук, кандидат богословия. Так вот он пишет, он из Санкт-Петербурга, из вашего родного города, кстати. Да. Очень здравый человек. Он понимает необходимость вакцинации в целом. Но он честно говорит о побочных эффектах, об опасностях и предупреждает даже, что некоторые прививки, они не имеют никакого эффекта. Вот я некоторые цитаты приведу. В Санкт-Петербурге есть целое общество православных медиков, ученых, врачей. Они собирают форумы, конференции и делятся вот мнением. Когда ты читаешь эти здравые мысли, ты понимаешь, что вот она истина. Есть несовершенная медицина, есть несовершенная иммунопрофилактика, которая необходима. И я должен делать выбор, где больше риска: привиться или потом непривитым умереть или стать инвалидом. Так вот, что он пишет. Буквально несколько минут я прочитаю из его книги. Конечно, прививки небезопасны и иногда могут отрицательно повлиять на организм ребенка. Но все-таки они необходимы в связи с неблагополучной эпидемической обстановкой в нашей стране. Он говорит о России. Главное, и вот здесь тоже интересный момент, главное четко соблюдать все правила по подготовке к прививке и иммунизации, позволяющие избежать прививочных осложнений и способствующие развитию у ребенка иммунитета к той или иной инфекции. И дальше он приводит несколько примеров. Это тоже вот этика уже
чувство долга, чувство чести, ответственности. Есть такая книга «Утраченное врачевание». Сегодня все на поток поставлено, да, вот некий такой цинизм, автоматизм. Укололи, пошел, дали антибиотик, плохо, помираешь, давай другой дадим. Это же реальность. Медицина – это благословение, но при условии, что действительно клятва Гиппократа, что я не дам абортирующего средства, что если я в дом войду и буду лечить пациента, тайна будет соблюдена, что я не буду заниматься там какими-то любовными интригами с теми, кто мне доверился, да, если говорить даже о психологах там, или вообще в целом о нашей жизни. То есть есть некий кодекс. Так вот, этот доктор и священник, он пишет, в частности, о вакцинации против гепатита Б, да, мы знаем, это связано с печенью и так далее. По действующему сейчас национальному календарю профилактических прививок первая вакцинация против вирусного гепатита Б проводится в первые, внимательно слушайте, в первые 12 часов с момента рождения моей Викочки, моей Машеньки, моего Джоника. И я папочка, я мамочка, я думаю, а с какого это перепугу? Это я так уже сейчас на жаргон перевожу пацанский. С какого перепугу здоровая мать, ну, слава богу, отец тоже вроде не переболел всеми этими спидами, там, не принимал наркотики, ну нет как бы такого, да, вот генетики такой. И среда вроде бы такая вот благополучная. С какого перепугу моему пацану, который родился здоровеньким, пихать этот вирус? Когда у него еще иммунитет матери, и молочко она грудное дает свеженькое ему, и такая защита стоит божественная, Творец это предусмотрел. А что не позже? Чего именно в первые 12 часов? Это я вслух размышляю. Да. Но я вижу, не только я так думаю, не только моя жена думает, которая всегда переживала за своих детей, и моей старшей дочери, когда была сильная реакция на прививки, доктора сказали, до года никаких прививок не делать. Мы оттягивали максимально, ухищрялись, утаивали, делали вид, и только уже перед поступлением, когда они поступили в университет, им где-то в 17 лет, 18 сделали окончательные прививки. Когда мой пацан с emergency не вылазил 2 недели после прививок, мы ему сделали медицинский отвод. И это абсолютно здоровый мальчик, ни гриппом не болеет, ничем, спортсмен, трезвомыслящий. Это наша позиция. И я вижу, что много докторов сегодня, поддерживающие здравый индивидуальный подход для того, чтобы сделать щит, сохранить, они о своем дите прежде всего думают. И вот гепатит Б, да, цитирую, в отношении этой вакцины нет однозначного мнения специалистов. Поэтому можем ли мы обвинять тех, кто поднимает эти вопросы, задает эти вопросы, что вот они невежды, вот они несмысленные, все прививки 100% безопасны. Ну да ложь это. И я участвовал в одном интервью, очень много говорил таких деталей, но были показаны мои высказывания о том, что когда дикая белочка укусила моего пацана там, в 10 лет, мы срочно поехали в больницу, сделали прививку. Мол, я как бы вот такой прямо пропрививочный. У меня в жизни вообще так, баптисты говорят, вот он, наверное, пятидесятник, такой эмоциональный, там, он сильный такой полтинник, там, махровый такой, что-то вот тут. Пятидесятник, говорят, он критикует эти обольщения, все, он критикует наши иные языки, он критикует ложные пророчества. Знаете, как чужой среди своих, свой среди чужих. У меня так с вакцинами получается. Я поднимаю вопросы, расставляю акценты, и один, и второй лагерь крайних радикалов приписывают мне, что я агитирую за прививки. Да. После этой передачи, может быть, наступит некое прояснение, что я за индивидуальный подход. И вот я цитирую этого же доктора медицины. Некоторые иммунологи считают, что прививка в этот период жизни совершенно необходима. Ну, считайте себе так. Другие высказывают мнение, что прививать новорожденного просто недопустимо и преступно. Потому как само появление ребенка на свет является большим стрессовым моментом. К тому же в крови малыша до 12-18 месяцев циркулируют материнские антитела, защищающие его. Кого его? Ребенка. Вот от всех этих болезней.
И это говорят уже не этики, да, это говорят доктора медицины, это говорят иммунологи. Вакцинация в этом случае необходима тем детям, которые родились от матерей-носительниц вируса гепатита B или имеют родственников с хронической формой этого заболевания. В связи с этим вакцинацию против гепатита B можно рекомендовать в следующих случаях. В закрытых детских учреждениях, скажем, интернаты, да, и другие группы риска, социально неблагополучные семьи, в семьях, где имеются больные острым или хроническим гепатитом B, для защиты профессиональных групп риска, специалистов, я добавлю, может, миссионеров, когда они работают с кровью, да, с различными биологическими субстратами, хирурги, стоматологи, вполне возможно, но надо все это раскладывать на этот спектр. И не думать, что люди, которые начинают задавать вопросы, они некие враги медицины или вакцины, они просто умные люди. Я знаю много интеллигентных, образованных, ученых, духовных людей, которые вакцинируют, но частично, которые вакцинируют, но по своему какому-то графику и при необходимости. Они не хотят быть вот этими подопытными кроликами. Еще один пример о вакцинации против туберкулеза. Помните вот наши вот эти все нарывы? Да. Помните, да? Так вот, что пишет этот доктор и священник. Несмотря на всеобщую вакцинацию против туберкулеза, в России наблюдается рост заболеваемости, связанной с этой инфекцией. Интересная, да, вот комбинация. Это можно объяснить недостаточно высокой эффективностью вакцины БЦЖ и изменчивостью важнейших биологических свойств возбудителя туберкулеза, таких как степень болезнетворности вируса и его чувствительности к противотуберкулезным препаратам. Но есть еще две причины, по которым следует относиться с большой осторожностью к вакцинации против туберкулеза вакциной БЦЖ. Во-первых, вакцина БЦЖ сама по себе может вызывать первичный туберкулез, что явилось причиной отказа многих стран от ее использования. И вот там много интересной информации, но это честный, порядочный доктор, да. Возможно, потому что он протоиерей, хотя и православный, но правильно мыслящий. И он дальше дает рекомендации, которые, наверное, почти невозможно исполнить. Непосредственно перед прививкой врач обязан, если он честный человек, провести осмотр ребенка. Собрать иммунологический и аллергологический анамнез. А кто это делает? Это делают? Я не видел. Позвонили жене после того, как лупанули моему сыну там AAA. И говорят, знаете, просроченная прививка оказалась. Приезжайте еще. Ага. С тех пор мы не приезжали никуда. И будем думать дальше. Пусть сыночек растет, укрепляется. И этот доктор, подтверждение этой ситуации. При правильной подготовке к вакцинопрофилактике риск развития осложнений сводится к минимуму. Риск есть, пусть он минимальный, хорошо. Но это правда. Ну вот, перед тем, как вы продолжите, я хочу сказать, что мы продолжим говорить о этических проблемах вакцинопрофилактики. Все же хочу сделать краткий анонс, что в следующую субботу в 10 часов утра Славянская богословская коллегия будет иметь прямую трансляцию и разговор на тему «Книга Откровения в наши дни». То есть на сегодняшний день очень много таких мыслей и разномнения о том, что мы живем совсем уже при приходе Господа, и мы должны как-то соответственно подготовиться к этому, находят там какие-то совпадения с Откровением. Поэтому в следующую субботу в 10 часов, дорогие наши радиослушатели и зрители, если у вас будет желание, вы можете зарегистрироваться на Славянской богословской коллегии. Есть специальные объявления, вы можете там зарегистрироваться, и мы вас пригласим к этому разговору, чтобы вы могли впрямую участвовать и видеть весь этот разговор. Это будут хорошие такие спикеры, и вы, Иван Иванович, там включены тоже, и Сергей Викторович Санников, и Александр Гейченко, это ректор Одесской семинарии.
Одним словом, если вы, друзья, хотите услышать, как реагировать в наши дни на откровения и какие-то сопоставления с книгой Иоанна Богослова, то приобщайтесь. Но возвращаясь вот к этическим проблемам вакцинопрофилактики, я хочу сказать, хорошо, но вот эти две группы, прививочники и антипрививочники, предположим, они и тот, и другой христианин, да, но у одного и другого уже нету такого понимания, как апостол Павел говорит, кто ест, не унижай того, кто не ест и так далее, потому что на уровне еды это все понятно. Но здесь они понимают, что совсем другая миссия. Они готовы с пеной у рта защищать и говорить, что нет, надо тебе прививаться, а другой говорит, нет, не надо прививаться. Почему? Они понимают, что мы спасаем друг друга от неминуемой смерти. Тот, который прививочник, он спасает того, чтобы не привившись не умер, а другой спасает его от чипа, от какой-то такой вот нанотехнологии, которая может быть в этой вакцине. И на сегодняшний день это особенно актуально, что люди почему-то говорят о том, что если после какого-то времени пройдет время и от вот этого вот COVID-19 будет прививать, обязательно там будет чип. Мы уже говорили в прошлую встречу об этом. Мы говорили о том, что, в общем-то, начертание или печать никто не поставит обманным путем, но тем не менее люди продолжают мыслить об этом. И я хотел бы сказать вот именно о этической проблеме. Как все-таки, стоит ли человеку продолжать доказывать, что не надо прививаться, или просто сказать, Господь с тобой? Вы им почитаете классиков, преподающих христианскую этику не один год. Вот у вас есть цитатка моя, самая последняя, если можно, зачитайте, сделайте мне такое одолжение. И, возможно, это будет таким лаконичным ответом. В самом заключении, последний параграф. А если бы кто захотел спорить, не предложение, а параграф, пожалуйста. Ага. Полностью параграф. Серьезные ученые, думающие родители, поддерживающие строго индивидуальный благоговейный подход к иммунизации каждого ребенка или отказ от нее иммунопрофилактики, серьезное решение, когда, где, как прививать или не прививать ребенка. Они принимают по долгом рассуждении, при тщательном исследовании, взвешенно, молитвенно. К сожалению, сталкиваясь с нечистоплотностью, непрозрачностью информационных кампаний по вакцинации, многие искренне заботящие о своих детках родители впадают в другую крайность. Полное отвержение и критику всякой вакцинации, всегда, везде, для всех. То есть они отвергают и говорят, никогда мы не будем прививаться. Любую крайность в пагубу дорога, любая. А потому в жизни, в здоровье и в болезнях своих взыщем прежде всего Господа, Его милость, охрана и благословение. И с молитвой пойдем к честному, опытному врачу. Решили прививаться? Знаете о рисках? Помолитесь и за врача, и за прививки. Решили не прививаться? Знаете о рисках? Помолитесь и за себя, и за других. И Господь обязательно поможет, сохранит и направит, исцелит и нас, и землю нашу. Все очень просто. Лаконично и точно. Я думаю, что проводя дискуссии на эту тему, выслушивая разные позиции, без предвзятости, мы придем к убеждению о том, что вакцинация как научное открытие при идеальном соблюдении всех технических, механических этих чистых, стерильных, сертифицированных, идеальных вакцин, допустим, есть такой образ. Конечно же, в этом есть польза при условии, что ребенок тоже абсолютно здоров, и мы знаем все побочные реакции, которые вдруг могут возникнуть, и знаем, что иммунный статус у ребенка совершенно идеальный. Конечно же, в этом плане мы должны поддерживать все эти идеи научные и не занимать такую радикальную позицию. Прям кто-то нас хочет обязательно всех стерилизовать, уничтожить с помощью вакцины. Если бы хотели, уничтожили бы совершенно тихо, незаметно, конечно, без всяких этих официальных объявлений. И я думаю, что сильное поражение идет сейчас через страх, через ненависть, которая сеется как раз из-за этих конспирологических теорий, из-за этих всяких подозрений лукавых, когда люди теряют фокус с Христа, с Господа и фокусируются на материальном, на земном, пугают друг друга, всякими страшилками и, как говорится, умирают в духовном
нравственном плане намного раньше, чем их постигнет биологическая смерть. Поэтому вспомнил сейчас интересная статья, мне попалась, Луи Пастер, когда он разработал вакцину против бешенства, да, от укусов бешеных собак. Лев Толстой, вот он сразу же выступил как глыба такая, да, вот мыслительная, вот некий гуру такой вот духовный, интеллектуальный в России. Луи Пастер, вышла статья «Лев Толстой и бешеные собаки». И он сказал: я не верю в прививку Луи Пастера против бешенства. Ученые сейчас размышляют, как, что, где, почему. Но есть и другая статистика. Да, было много ошибок, было много потерь. Наука всегда идет вот таким путем испытаний, исследований. И здесь христиане должны доверять Господу, понимая, что наша жизнь, в том числе наше тело, чудесным образом может быть сохранено, если на то есть воля Божья, да. И когда мы говорим: «Отче, в руки Твои предаю дух свой, и моя девочка, и мой мальчик, Господи, в Твоих руках, своих рук никто не похитит». Даже если делают смертоносную прививку, Господь может проигнорировать, даст приказ иммунной системе, и она проигнорирует. Но это не значит, что мы искушаем Господа, когда мы знаем о том, что наш ребенок болен, что у него есть какие-то недостатки, мы это видим, и врачи говорят: мы должны сражаться за его жизнь. И не следовать вот этому конвейеру, да, вот не верить в эту миссию, что ну ничего там, а вдруг пронесет. То есть есть какой-то здравый смысл, наш фактор человеческий, а есть божественный фактор. И тот же доктор, которого мы цитируем, он рекомендует начинать вакцинацию детей как можно позже. Это касается, кстати, и сексуального просвещения. Если можно оттянуть все эти моменты, когда созреет, окрепнет ребеночек, да, тогда можно ему эти вещи вот, преподносить. Аналогичная ситуация с вакцинацией. Следует учитывать, что дети первого года жизни находятся на естественном вскармливании, получают дополнительную защиту от инфекций с грудным молоком. Возможно, кому-то нужна прививка от гепатита B. Это должен быть индивидуальный кейс, индивидуальная рекомендация, причем свободная. Не должно быть никакого насилия. Здесь вопрос тоже нравственности, этики в области права, этические, правовые вот аспекты, которые возникают, насильного, какого-то навязывания, даже унижения, и самое главное — сокрытие информации. Вот то, что самое страшное во всех сферах, вот этот принцип должен быть соблюден информированного согласия. И, конечно же, когда мы говорим о наших детях, то я думаю, что каждая мама, каждый папа богобоязненный принимает ребенка как дар, как личность, относится как ко Христу. И вот такое трепетное отношение к слезинке ребенка, к его боли, к переживанию, ребенок чувствует. Вот я уверен в том, что дети, они ощущают вот эту невидимую волну благожелательности, молитвы, благословения. Вот это щит очень сильный. Но с другой стороны, слишком защищая ребенка, слишком опекая, слишком предохраняя, мы начинаем возлагать надежду на себя. Вот я такой умный, вот я все исследовал, проанализировал, никаких прививок, заберу его с общественной школы, спрячу его где-то в какой-то вот такой инкубатор, там, где будет чистый нравственный вакуум. Но ребенку придется жить в этом мире. Ребенку придется сталкиваться с искушением, с безнравственностью, с аморальными какими-то вещами, со страхами. И вот здесь мы, как христиане, должны понимать, что наши детки будут как овечки среди волков. И не только физические болезни, там, эпидемии, но самое главное, вот тут духовный кризис, духовный хаос, который царит в современном мире. И мы видим, что происходит сегодня в глобальном пространстве. И я возвращаюсь к первому тезису. Главное сейчас — мы можем умереть и от вируса, мы можем умереть и от вакцины. Да, травма, авария может произойти. От любой другой болезни она может возникнуть. Ну, как хорошо было бы, чтобы любовь божественная в христианском обществе соблюдалась. Взаимное уважение, терпимость и способность вести конструктивный диалог. Я очень люблю некоторых своих родственников, которые антипрививочники. Но я также само уважаю и ценю крайних радикалов, которые верят, слепо верят, причем я вижу 100% вакцинацию, и лупят своим детям, и дети наши живучие говорят. Ну, слава Богу. Вы знаете, но с другой стороны, я не считаю, что нужно просто
этот вопрос оставить, не анализировать, не исследовать, не вникать и дать возможность каждому попробовать вот этот вот запах от свиней, как блудному сыну, да? Все-таки я думаю, что и церковные площадки, поскольку мы считаем, что у нас ум Христов, у нас есть даже откровение, Господь может нам посылать, то мы должны совмещать все эти вещи. Вот этот вопрос веры и науки, совмещение, это всегда некая такая болевая точка в церкви. А вы не считаете, что на этом, а вот именно на вере очень много строится и эффекта? То есть человек, который абсолютно антагонистически настроен против прививок, то она ему и не пойдет на пользу. А если человек... эффект плацебо, особенно взрослому. То есть это известные в науке вещи, и та же психосоматика, да, скажем, у человека блуждающая язва, у человека болит сердце, он едет в emergency, его проверяют, он абсолютно здоровый человек. То есть есть неврозы, есть различные состояния перегруза, да, вот такого психического, когда возникает фантомная боль, которая не имеет никакой анатомической причины. И вы знаете, вот то же самое происходит в плоскости ментальности и когнитивных функций многих христиан. Да. Поскольку работают технологии внушения, обольщения и прельщения в информационных сегодня пространствах, они обостряются в смутные времена. Люди, не осознавая, заражаются ложными идеями, подпадают под влияние, скажем так, аферистов, легко духовных аферистов, да. которые, и затем они перефокусируют свой взор от Христа, от своих главных задач, забывают, что у них и дети, и муж, и верят то в плоскую землю. И я вел дискуссии со сторонниками вот всех этих теорий, они не верят никому. Они не верят, что есть космонавты, что летают в космос. Они не верят тому, что написано в учебниках по естествознанию. Всю жизнь все поколения обманывали. Вдруг им, узкой группке такой, сектантская, открылась, понимаете? И когда ты задаешь логический вопрос, в Библии есть выражение «плоская земля», ты получаешь ответ «нет выражения «плоская земля», но мы его выводим из текстов, которые читаем. Мы выводим понятие. Вот адепты, идеологи этой теории, они именно так мыслят. Я проводил исследования, я буду делать целый цикл, наверное, таких вот передач, возможно, мы совместно сделаем по поводу вот всех этих идей. Задаешь второй вопрос, ну а еще какие аргументы? Ну написано лицо Земли, лицо же плоское. Начинаешь иронизировать, ну какое же оно у меня плоское, по крайней мере до ушей, вот здесь у меня лес и так далее, там где-то пустыня уже, ну начинаешь вот как-то на волне юмора эти вещи анализировать, не слышат, говорят, нет, лицо плоское. Люди не понимают, что есть метафоры, аллегории, образы, то есть они подтягивают под сформулированную какую-то фейковую такую теорию, даже Библию, представляете, и при этом все богословы, неважно, какие вы там знаменитые, говорят они, неважно, какие вы там доктора богословия, кандидаты, доктора наук, вас всех обманули. То есть мы все идиоты, простите, пожалуйста. Да, слепые и мы непонимающие. Все, и они даже, а в чем нравственное зло вот таких позиций? Мы говорим, это люди немощные, мне пишут даже знакомые, хорошие люди, ну надо снисходить им. Ну какая разница? А представьте себе жить с такой женой. Ведь вера в плоскую землю – это симптоматика более серьезных велотекущих процессов в мозгах, в сознании, вы понимаете? Жить с таким человеком, который зациклился на плоской земле. И Юрий Кириллович Сипко написал в комментарии, ну, конечно, плоская, выйди в быке рвания, говорит, ты посмотри, она плоская. То есть, а как еще эти вопросы анализировать, как к ним относиться? Аналогичная ситуация с теориями, домыслами, связанными с вакцинацией. И знаете, что меня радует, Вячеслав? Меня радует то, что в моем кругу, вот я не знаю, 99%, как говорят, людей трезвых, мыслящих, спокойных, думающих, это благословение, это счастье. Я благодарен Богу и за жену, и за деток, и за весь тот круг, который меня окружает. И желание помочь вот такой категории, которая впала в ту или иную пагубу,
приводит к критике, приводит к недопониманию. И с другой стороны, когда ты даешь интервью, и тебя вырезали однобоко, ты как-то внутренне так обижаешься, и потом тебе пришивают клеймо, что ты пропагандируешь вакцинацию. А я говорю, ребята, я действительно делал прививку пацану, когда его дикая белочка укусила. Я действительно благословил врача. Он даже раскритиковал меня за то, что я фотографию сделал. Он говорит, какой этот самый там парень сделал эту фотографию, покажите мне. И жена так опустила глазки, что я делал фотографию, не сдала меня. Вот. Я действительно верю в достижение науки, верю в пользу вакцин при всех этих условиях. Но я также само осознаю, что есть риск, причем смертельный риск, и есть эта доля правды, которая не должна быть сокрыта от человека. И я категорически против любого насильственного убеждения, переубеждения. Иван Иванович, я понимаю, что вы уже начали заканчивать нашу передачу, потому что время наше. Вы знаете, это бесконечная тема, как говорят, controversial issue, да, в Америке говорят. Пацифисты с умеренными милитаристами, с радикальными милитаристами никогда не договорятся. Им остается одно: быть в одной общине, уважать друг друга и доверять эти вопросы Господу. И вмещать. Но вместе с тем им стоит иногда садиться за чашкой чая. Я бы с чашкой кофе провел эту беседу с милитаристами и пацифистами и беседовать, находить эти точки соприкосновения. Но любая категоричность и нежелание слушать, точнее слышать, прочитать между строк, что я часто замечаю в социальных сетях, как раз и говорит о нашей крайности, я скажу так, фанатичности в каком-то смысле. Да. Есть пропрививочники-фанатики, для них вакцина – это мессия спасительный. Есть антипрививочники, фанатики. Они фанатично зациклились на этой борьбе, не понимая, что нужно доверяться и Господу, нужно где-то исследовать, анализировать, где-то привить, где-то не привить. И, конечно же, я думаю, что все эти дискуссии, они, как говорят, в споре рождается истина. При всех издержках, при всех, может быть, каких-то нюансах, все равно наступает момент какого-то просветления. Да. Я даже верю в то, что некоторые люди, которые верят в плоскую землю, они задумались после моей дискуссии с ними. Задумаются. И я, заканчивая нашу передачу, хочу сказать, дорогие, давайте сделаем два основополагающих вывода из сегодняшнего разговора. Во-первых, нельзя в крайность входить, да? То есть удариться в какую-то крайность – это пагубу дорога на основании вашей работы, Иван Иванович. И второй момент, если вы на сегодняшний день не имеете какой-то твердой позиции, молитесь и получите эту позицию. Прежде как вы сделаете вывод, делать прививку или не делать прививку, вам нужна твердость в вашем сердце. Если вы слушаете одних, потом слушаете других, и вдруг такое случится, что та или иная прививка пошла не на пользу вашему ребенку, кого вы будете обвинять? Если вы не определились, ждите ответа от Бога. И мы заканчиваем нашу передачу и хотим оставить вас в мире, покое, не ссорьтесь и не обсуждайте прививки с пеной у рта. Это очень и очень хороший совет. Шалом благословенный.